Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Но сегодня мы заглянем к соседям. В соседнюю Данию, страну, где почти полная занятость, мощная экономика и одна из самых жестких миграционных политик в Европе, и в Швецию, где до последнего времени была политика открытых дверей. Финляндия внимательно изучает опыт соседей и в сфере труда, и в вопросах миграции. Так что, кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Безработица в Финляндии бьет все рекорды. Правительство ломает голову, как ее снизить. Теперь рассматривается вариант применения датской модели рынка труда, так называемой flexicurity, то есть гибкой безопасности. Ну, разберемся, что за зверь. В двух словах, это дать работодателям больше свободы увольнять, а работникам больше гарантий и поддержки в случае потери работы. Flexicurity – модель гибкости и безопасности. Почему же финны изучают опыт Дании? Финский рынок труда давно буксует. Компании жалуются, что слишком сложно уволить людей, даже если заказов нет. А работники боятся увольнений, потому что обратно в рабочую жизнь путь долгий и тернистый. Средняя продолжительность безработицы в Финляндии больше 10 месяцев, а в Дании 3,5 месяца. И при этом в Дании почти полная занятость. Так что неудивительно, что Министерство труда и экономики Финляндии заказало специальный отчет на более чем 300 страниц, чтобы понять, пойдет ли датская прическа на финский лоб. Что такое flexicurity? Flexicurity держится на 3 китах. Первый – гибкие правила увольнений. Работодателю в Дании не нужно проводить многоступенчатые переговоры, как в Финляндии. Достаточно уведомить заранее, обычно за 3 месяца. Причем срок одинаков для всех. Работаешь ты полгода или 10 лет, уведомление все равно за 3 месяца. То есть увольнение почти как воды испить, легко и быстро. Второй принцип – высокое пособие по безработице. Если человека увольняют, его пособие по безработице составляет 90% от зарплаты. Это позволяет спокойно искать новое рабочее место, а не соглашаться на первое попавшееся. Третий принцип – активная политика занятости. Безработные обязаны активно искать работу. И, например, обязательная учеба после определенного периода безработицы. Не хочешь участвовать в инициативах бюро занятости – теряешь пособие. Модель появилась в Дании еще в 90-х, когда Дания переживала тяжелый кризис. Профсоюзы, работодатели и государство договорились – упростим увольнение, но при этом обеспечим сильную социальную защиту. И это сработало. Сегодня Дания – одна из самых устойчивых экономик Европы. Рабочие места появляются и исчезают, но длительная безработица минимальна. Люди не боятся менять работу, а компании нанимать, потому что знают, что уволить легко. Увольнение в Дании не катастрофа. Люди уверены, что найдут новое место работы. Все выигрыши. Компании могут быстро реагировать на экономику, легко увольняют и легко нанимают, а люди не боятся резко потерять в деньгах. И что мешает внедрить это в Финляндии? Короткий ответ – менталитет и структура общества. Финская система держится на долгих переговорах и консенсусе. Нельзя просто провести реформу указом сверху. Нужна обширная дискуссия и общее понимание, что это выгодно всем. Нужно, чтобы профсоюзы и работодатели согласовали общие правила игры и увидели в этом взаимную выгоду. Финляндия уже частично близка к датской модели, но слабое место – активная политика занятости, то есть неактивная политика занятости. Государство выделяет слишком мало средств на переквалификацию и поддержку безработных, а без этого flexicurity не работает. Эксперты считают, что датскую модель нужно применить в Финляндии. Средняя продолжительность безработицы в Дании 3,5 месяца. Уровень занятости среди лиц от 16 до 64 лет один из самых высоких в Европе. В 2023 году он составлял 78%. Длительная безработица минимальна. По-моему, flexicurity выглядит очень привлекательно. Легко устроился, легко уволился. Не сошлись характерами, разошлись. И предпринимателю не нужно воспринимать наем работника как очень рискованную инвестицию, от которой нелегко избавиться. Еще один аспект, без которого датская модель не была бы такой устойчивой – это жесткая миграционная политика. Об этом в следующем сюжете. В конце сентября в Хельсинки встречались министры стран Северной Европы, отвечающие за иммиграционную политику, чтобы выработать общую линию депортации лиц, получивших отказ в убежище.
На сегодня в страны исхода возвращаются лишь 20% тех, кому уже вынесено решение о депортации. Датский министр по делам иммиграции и интеграции Расмус Стоклунд рассказал в интервью финской телерадиокомпании Yle, что в Дании уже много лет цель – 0 просителей убежища в год. Он выразил надежду, что большая часть меньшинств из Дании вернется в свои страны исхода. Стоклунд заявил: «Скандинавское общество благосостояния может сохраниться только если мы ограничим иммиграцию». Он требует, чтобы иммигранты сами обеспечивали себя и свои семьи, и особенно настороженно относятся к миграции из стран, где система ценностей отличается от североевропейской. Министр сказал: «Исламизация – это настоящий кошмар. Если мы допускаем иммиграцию из стран, где мужчины и женщины не равны, или где демократия не является естественной ценностью, мы окажемся в беде. Это совершенно очевидно. Социал-демократические ценности требуют жесткой иммиграционной политики». Стоклунд не принимает того, что, например, просители убежища с Ближнего Востока получают щедрые социальные пособия. По его словам, это подает приезжим ложный сигнал. Было бы справедливее, говорит он, если бы, к примеру, в Африке создавались крупные лагеря для беженцев, вместо того, чтобы поддерживать контрабандистов, привозящих небольшие группы мигрантов в аэропорт Копенгагена. В Дании уже внесены крупные изменения в законодательство. Чтобы иметь право на обычное социальное обеспечение, нужно прожить в стране не менее 8 лет. Финское правительство Петтери Орпо идет параллельным с Данией курсом. Планируется сократить пособия по безработице для иммигрантов и ужесточить условия получения пособия уходу за ребенком на дому. Центристская партия Кескушта предлагает ограничить прием самостоятельных беженцев и принимать только беженцев по квоте ООН. Трудовая миграция должна быть управляемой и ориентированной на квалификацию. То есть и в миграционной политике Финляндии есть чему поучиться у Дании. Шведы, кстати, тоже спохватились и прикручивают миграционные краники. Теперь в Швеции хотят запретить ношение бурки и никаба в общественных местах. Вице-премьер Швеции Эбба Буш заявила, что страна находится в состоянии культурной войны и должна защищать свои ценности. По ее словам, чрезмерный либерализм и провал интеграции привели к тому, что проблемы мигрантов стали проблемой для самих шведов. И еще один занимательный сюжет из Швеции. Там разгорается скандал вокруг шведской службы безопасности СЯПО. Расследование шведского телеканала SVT утверждает, что спецслужба могла склонять радикальных исламистов, признанных угрозой безопасности Швеции, уезжать из страны и даже воевать на стороне Украины. По данным журналистов, один из таких мужчин, живший в Швеции и считавшийся радикальным исламистом. Он уехал на Украину якобы после того, как ему намекнули, если уедет, то помогут помочь его бывшей жене с получением гражданства Швеции. Виктор уехал, а гражданство жене все равно не дали. Газиева пытались депортировать на родину еще в 2019 году. Не смогли. В России ему якобы грозили преследования и пытки. Теперь Газиев на Украине. Служит на фронте оператором дронов. Виктор утверждает, что именно шведская военная разведка МУСТ могла его покинуть Швецию и попасть на Украину. Журналисты SVT заявляют, что встретили и других мужчин, которые, по их словам, получили аналогичные предложения о поездке на Украину. СЯПО категорически все отрицает. Военная разведка МУСТ отказалась комментировать, но осадочек остался. В общем, Северная Европа меняется. Политика открытых дверей потерпела крах, и жесткая миграционная политика стала мейнстримом. Страны Северной Европы, каждая по-своему, но все стремятся к одной цели – сохранить устойчивое общество, где свобода, гуманизм и безопасность не противоречат, а дополняют друг друга. И на пасашок анекдот из финской жизни. Милан Яв, который противится депортации в Ирак, о нем я рассказывала вот в этом видео, ссылка в описании, объявил в тюрьме голодовку. Харчи, говорит, отвратительные. Ну, на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!